Вы не поверите, но это самый обычный обед японских школьников. Также во многих учебных заведениях есть свои собственные бассейны. В этом видео вы узнаете самые интересные и ужасные факты про японские школы. А в конце видео я расскажу вам о том, насколько серьезно обстоят дела с буллингом в обществе. Приятного просмотра! Как детей учат убираться? Вы когда-нибудь замечали, что куда бы ни приехали японцы, они везде поддерживают чистоту? Лично меня всегда удивляло это. Мало того, что они уберут за собой мусор, так ведь жители страны восходящего солнца не постыдятся собрать все, что оставили другие. И для них это не считается чем-то удивительным и ненормальным. Ведь всех японцев буквально с пеленок учат поддерживать чистоту, где бы они ни были. Например, на улицах Японии вы не найдете урны. Для многих иностранцев это будет шоком, но для местных это уже стало нормой. Весь мусор, который у них оказался в руках, они складывают в свой рюкзак. Упаковки от еды, бутылки, стаканчики кофе, буквально все. И что самое удивительное, все это они несут домой, где уже и выкидывают в мусорное ведро. В общем, японцы просто повернуты на чистоте. И я уже отметил, что их обучают этому с пеленок. Как именно? Так вы только вслушайтесь, в японских школах нет уборщиц. Все кабинеты, залы, коридоры, буквально все в школе отмывают ученики. И неважно, в начальных, средних или старших классах учится ребенок, он все равно должен следить за чистотой. Обычно уборка происходит по графику, по которому каждый из учеников остается после уроков и наводит в классе чистоту. Что именно делают ученики? Неужели даже мусор выкидывают? Не переживайте, их обязанности ограничиваются подметанием и мытьем полов, а также поддержанием чистоты школьной доски. Лично мне сложно поверить, что все эти подростки и дети соглашаются участвовать в уборке помещений. В наше время трудно уговорить детей от телефона оторваться, а тут помыть полы в школе. Кружки и плавание в каждой школе. Вспоминая свои школьные годы, я помню, как мы играли в волейбол на физкультуре и носились по коридорам, играя в догонялки. Но японским школьникам повезло в этом смысле немного больше. Ведь помимо того, что у них есть уйма бесплатных кружков и секций внутри школы, во многих из них есть даже свои бассейны. И мало того, чуть ли не во всех школах в образовательной программе есть уроки плавания. Это кажется нереалистичным, ведь меня, как и многих сверстников, в детстве просто кидали в воду и говорили «плыви». Вот и все уроки. А в Японии в школах есть специально образованные преподаватели, которые могут воспитать из обычного школьника настоящего спортсмена. В общем, детям очень крупно повезло с их школами, ведь в них всегда есть чем заняться. А какие вообще кружки встречаются в школах Японии, спросите вы меня, и я отвечу, буквально любые. Если вы, будучи школьником, любите играть в теннис, пожалуйста, теннисный клуб внутри школы. Вы будете тренироваться со своими сверстниками, у которых такие же интересы. Любите волейбол? Не проблема, такая секция тоже найдется. Но не только спортом ограничены школьные клубы. Есть и те, что изучают историю, литературу или, например, математику. Встречаются даже клубы уфологии и чтения манги. И что самое интересное, подобный кружок может организовать любой из школьников, если найдет первых участников. В общем, скучать в японских школах уж точно не приходится. Учеба по субботам и отсутствие каникул. Но наличие всех этих школьных активностей накладывает ряд особенностей и ограничений. Во-первых, во многих школах до сих пор 6-дневная форма обучения. Это значит, что школьники учатся по субботам, а в выходной лишь один – воскресенье. Лично мне было бы очень неприятно учиться на выходных, когда все нормальные люди отдыхают, гуляют, а ты топаешь грызть гранит науки. Вот и в Японии до сих пор множество школ придерживаются такой политики. Но и на этом ужасы учебы не заканчиваются. Например, летние каникулы в Японии длятся всего 4-5 недель. Уму непостижимо, особенно когда во многих других странах для школьников организуют отдых в 3 месяца. Мало того, что каникулы всего 4 недели, таких по факту и нет. Ведь все школьники обязаны выполнять домашнее задание, которое выдается на лето, а также посещать клубы, в которых обычно в это время проходят какие-то активности. Мне кажется, что всем этим переработкам, смертям от хронического недосыпа, вечной усталости и погони за карьерой детей учат еще с пеленок.
Представить сложно, что обычному подростку приходится почти без выходных заниматься учебой. Если так посчитать, в году 52 недели, плюс какие-то небольшие каникулы. В общем, еле набирается 2 месяца отдыха за целый год. Ведь это полный ужас. Мне страшно представить, какие скандалы ходят вокруг японских учебных заведений. Учителя – элита общества. То, что школьники в Японии почти не отдыхают, мы с вами разобрали. Но что происходит с учителями? Ведь у них тоже должна быть неимоверная нагрузка, с учетом того, что выходных за год выдается так мало. Но с этим, как ни странно, никаких проблем. В Японии нет проблем с недостатком учителей. Обусловлено это тем, что в обществе принято считать преподавателей настоящей элитой общества. Во-первых, во всех школах ученики обязаны показывать свое уважение старшим. Если в класс войдет учитель, каждый из школьников обязательно поклонится, показывая свою благодарность. Во-вторых, зарплаты японских преподавателей очень высокие. Там реально ценят учителей. Так что если вы работаете в школе, вы точно будете обеспечены. Ну и наконец, во всем обществе принято уважать учителей. Если в других странах к ним наплевательское отношение, родители часто думают, что их чадо в любой ситуации право, то в Японии люди глубоко уважают всех, кто связан с образованием. И лично мне кажется, этого менталитета нам не хватает. Но если вы решите стать учителем в японской школе или преподавать иностранные языки, то будьте готовы. Среди подростков распространена шутка, которая называется канте. На японском это слово обозначает клизму. В общем, почему-то именно за учителями иностранных языков школьники бегают по коридорам и, складывая руки в пистолетик, тыкают пальцами прямо в попу. Думаю, это не самое приятное, что может произойти в вашей жизни. Но если вас не пугают все эти шутки, то я смело могу вам рекомендовать идти работать учителем. Питание в школах. Кстати, а у меня появился к вам вопрос. А каким было ваше питание в школе? Может, у вас была своя столовая, где всем желающим наливали вкусный суп? Или вы приносили еду с собой? Лично у меня еда в школе всегда была платной, но на класс раздавали специальные талончики, по которым можно было бесплатно получить обед. Я часто пользовался этим, но в основном приносил еду с собой. Правда, учителя всегда ругались, когда я ел в классе. Но что, если я вам скажу, что для Японии это и вовсе норма? В японских школах дети часто кушают прямо в кабинетах. Они буквально устраивают обед посреди класса, выставляя свою посуду. Как правило, туда приходит повар и раскладывает всем по тарелкам вкусный обед. Но бывает и так, что это делают сами ученики. Все, что оказалось в тарелке, школьник обязан съесть, так как выбрасывать еду строго запрещено. Мне сложно представить, как все эти дети спокойно едят школьную еду, ведь в наше время школьники стали настолько капризными, что даже булочки не хотят есть. Но куда более популярным стало явление, когда люди приносят еду с собой. В Японии такие контейнеры с едой называют бенто, и это самое настоящее произведение искусства. Ведь в Японии все просто повернуты на еде, так что едят не только ртом, но и глазами. Все родители школьников стараются максимально красиво сложить школьный обед своим детям. Да и ученики сами умеют готовить и часто заготавливают себе с собой еду. Вы только взгляните, как может выглядеть самый простой обед японского школьника. Ощущение, будто это блюдо из ресторана со звездой Мишлен. И ведь это обыденное дело для школы. Строгий дресс-код. Ну а если вы бывали в Японии, вы наверняка замечали, что почти все школьники ходят в специальной форме, ведь в школах царит очень строгий дресс-код. И не стоит верить аниме, где персонажи часто изображаются со странным цветом волос или отличной от всех одеждой. Для каждой школы есть своя соответствующая школьная форма со своими отличительными знаками, и что-либо в ней менять запрещено. Например, носить поверх формы разноцветные куртки нельзя. Вся верхняя одежда должна быть только темной. Подойдут темно-синяя, черная или серая одежда. Школьникам также запрещено носить какие-либо украшения. Большие серьги, броши, запонки – все это нельзя надевать в учебное заведение. А что там творится по поводу внешности? Во-первых, вносить изменения в школьную форму нельзя, то есть добавить что-то от себя, какой-то аксессуар или цветной элемент, запрещено. Во-вторых, цвет волос должен быть обязательно естественным. Если вы от рождения блондин, вам не повезло. В школе к вам будут всегда претензии по поводу цвета волос.
Девушкам же запрещено носить цветные резинки для волос, а также иметь челку ниже бровей. У мальчиков же допускается лишь короткая стрижка. И как вы поняли, красить волосы, наносить макияж, носить цветные контактные линзы – все это запрещено. Более того, девочкам нельзя даже красить ногти. Как по мне, это звучит максимально абсурдно. Но таковы правила. В общем, вы не должны каким-либо образом выделяться среди общей массы. А если что-то будет не так, то у вас возникнут проблемы. Явление Сукабан. Подобные правила и ограничения не могли не сказаться и в плохую сторону. Так, в Японии в начале 60-х годов сформировалась особая субкультура среди женщин. Она называлась сукабан. Суть заключалась в том, что молодые девушки формировали свои криминальные группировки. По сути, это были самые настоящие неформалы, которые вели себя крайне агрессивно и вызывающе. А само название сукабан переводится как «женщина-босс». Видимо, все представители этих группировок считают себя самыми главными. Особенность сукабан заключается в том, что все эти очаровательные девушки носили крайне вызывающую одежду. Это смотрится максимально странно, особенно в школах, где одежда у всех буквально под копирку. Девушки самостоятельно пришивали себе на одежду яркие и вычурные эмблемы, которые указывали на их принадлежность той или иной группировке. Но и на этом они не останавливались. Яркий макияж, пирсинг, мини-юбки, яркие волосы и, что самое странное, тату. Ведь в Японии с татуировками все очень строго. Так что меня очень сильно удивляет, как обычные девочки смогли прийти к такому. Помимо странной одежды, тату и удивительных образов, девушки также вели себя крайне неподобающе. Обычно сукабан собирались в людных местах, например, в школах или рядом с железнодорожными станциями. Там они вели себя крайне вызывающе, обзывая всех окружающих, толкаясь, нередко даже нападая на них. Обычные школьницы могли даже ограбить магазин. Но самое страшное, что многие из несовершеннолетних были замечены за продажей наркотиков и проституцией. К сожалению, ситуация в лучшую сторону не особо меняется. Очень большое количество девушек по-прежнему состоит в группировках сукабан. И мне кажется, что все это связано как раз-таки со строгими правилами внутри школы и в обществе. Возможно, все эти девушки просто борются против жестоких правил и сложившихся устоев. И почему-то я все сильнее склоняюсь к этому мнению. Буллинг. К сожалению, на этом ужасы японских школ не заканчиваются. Вы 100% когда-нибудь слышали о том, что в Японии есть проблемы с буллингом. И особенно сильно эта проблема проявляется в школах. Если ученик хоть как-то выделяется по внешности, имеет незначительные недостатки, то будьте уверены, в школе ему придется несладко. Ведь школьники придираются буквально ко всему. Даже веснушки, лишний вес или большое количество прыщей могут стать поводом буквально к изгнанию. И это очень сильно пугает. Вот одна из историй, которая произошла в Японии со школьником на фоне буллинга в школе. 15-летний мальчик очень любил свою бабушку и дедушку. Но из-за того, что он постоянно ссорился со своим одноклассником, он решил их убить. В один из дней он пришел домой, зарезал дедушку и сильно поранил ножом бабушку. Когда полицейские спросили его, зачем он это сделал, он ответил, что не хочет, чтобы они стыдились своего внука, когда тот зарежет одноклассника. Пугающая история, не так ли? Лично мне кажется, что тут больше всего виновато общество, которое буквально уничтожило детскую психику. А вот история одной из девочек. Мало того, что детей могут просто обзывать или избегать, школьники нередко прибегают и к насилию. Одна 17-летняя девушка вспоминает, как над ней начали издеваться в возрасте 6 лет. В начальной школе мальчики буквально избивали ее палками от метел. Мало того, они приставали к ней в женском туалете, а на уроке плавания и вовсе избили. В тот день, когда на нее напали, она буквально чуть не утонула. И, к сожалению, все эти издевательства не прекращались, а наоборот усиливались. Девочка начала даже задумываться о самоубийстве, но, к счастью, не довела дело до конца. И этот случай еще раз показывает то, насколько большие проблемы царят в японских школах. Лично мне было бы очень страшно за своих детей, если бы они учились в таких заведениях. Но страшнее всего статистика детских самоубийств в Японии. Япония занимает одно из лидирующих мест по этому страшному критерию. И виной всему как раз-таки школьное издевательство. Больше всего смертей приходится на первый учебный день. В общей сумме за 50 лет в Японии погибло более 18 тысяч детей. Очень страшная статистика. Остается только надеяться, что в скором времени что-то изменится. Выводы.
Это были самые интересные и пугающие факты о японских школах. Спасибо за просмотр.